Привет! Сегодня мы приехали достаточно в далекое место, но я очень давно мечтала сюда приехать. Мы приехали к Балтийскому морю, в город Свиноустье, чтобы посмотреть, как выглядит граница между Польшей и Германией прямо на берегу Балтийского моря. Начинаем мы этот день, я думаю, немножко в обратную сторону, поэтому сейчас мы поспешим на электричку и поедем в Германию. Там буквально всего 10 минут, и ты уже будешь в Германии. И мы посмотрим, как там выглядит сторона берега, и пешком перейдем к Польше. Но перед тем, как мы туда идем, то есть пока мы идем туда на электричку, пожалуйста, нажмите кнопку «Подписаться» и поставьте лайк. Это очень важно, чтобы ролик увидело больше людей, и канал про Польшу распространился дальше. Надеюсь на вас, нажимайте кнопку «Подписаться». Я на самом деле до сих пор в каком-то шоке, что получается, мы могли утром выйти, сесть на поезд и через 10 минут быть в Германии. И мы можем также спокойно вернуться либо на поезде очень быстро, либо просто пешком по береговой линии обратно в Польшу. И этот факт меня как-то как ребенка до сих пор поражает, что я вот сейчас хожу в Германию, тут недалеко совсем Польша. Мы сейчас с вами идем по немецкой стороне, идем к берегу. И тут все очень миленько, конечно. Очень тихо и миленько, хотя это понедельник. Как я понимаю, сюда приезжают так же, как в Свиноустье, только вот с немецкой стороны люди, чтобы отдыхать возле моря летом. Поэтому сейчас здесь, конечно, пусто, живут, наверное, просто местные жители. О, виднеется море! У меня такое ощущение, что я как в фильме американском, потому что у них такие бывают места не показывают, где у них домик на берегу, такая же красивая, очень чистая, широкая береговая песчаная линия, вот эти дюны и как бы вдалеке красивые дома. Можно представить, что я как героиня фильма сегодня. Пошла грустить о чем-то на фоне чая. Несмотря на прохладный ветер, самое приятное здесь несколько вещей. Во-первых, что сейчас здесь нет людей, и можно спокойно гулять. Второе, это то, что не передать на камеру. Это как здесь очень вкусно пахнет вот солеными водорослями, или не знаю, чем пахнет море, но вот здесь пахнет прям очень вкусно морем. И это прям такое сразу настроение дает. Вот эти строения домов отделяют как бы сам город, получается, от пирса, от береговой зоны. Проходя сквозь него, там много магазинов. Вот, всяких разных сувениров, чаев, булочек. И вот мы сейчас пришли смотреть и гулять по самому городу. Вообще, как бы, с одной стороны, тут дома снова красивые, а с другой всякие торговые центры, достаточно старые какие-то дома, ну такой полный разнобой на самом деле. Вот, получается, мы вышли в каком-то небольшом городке и пойдем сейчас его исследовать. На самом деле мы достаточно рандомно сегодня ходим, без особого плана. И в основном то, что мы видим, это здесь вот курортные эти домики, которые красивые и достаточно пространство здесь очень зеленое. Действительно, вот если бы у меня, там, не знаю, я устала от жизни, тут было бы достаточно интересно провести отдых. Просто ходишь на море, гуляешь здесь, тут, если надо, ходишь в церковь. Ну, такое место для отдыха. Но архитектура вот этих отдыхных домов отдыха, достаточно отличается от Польши. На обратном пути мы будем проходить через польскую сторону и будем сравнивать. Но вот со стороны немецкой я скажу, я достаточно удивлена, потому что я давно подобного вида домов не видела. Ну а в целом все остальное достаточно похоже.
Как мы понимаем, вот мы ходим по этим домам и поняли основное отличие здесь от Польши. Такого в Польше мы не встречали. То есть вот эти дома и усадьбы, как видно на надписях, они как бы снимаются как будто бы целиком на семьи, на компании небольшие. То есть на 2-4 персоны читаем. В основном все эти большие усадьбы на семью. То есть по сути это как такие загородные дома на даче, на сдачу. Простите за шум, но мне кажется, важно здесь это записать. Сейчас мы будем делать то, что еще не делали в жизни. Мы будем переходить границу между странами по береговой линии. Мы специально вернулись обратно на пляж, и сейчас из Германии пойдем обратно в Польшу и посмотрим, как выглядит граница вот тут, прямо на береговой линии. Нет, у меня просто уже не хватает сил от восторга. Вот эта сторона береговая со стороны Германии, она вся усеяна вот этими отелями в виде вилл. Одни сплошные резиденции. Этот берег выглядит просто как-то космически. Интересно, какие люди приезжают, чтобы отдыхать в таких местах. Вот сейчас мы с вами пройдем, вот сейчас я подойду, вы посмотрите на это. И весь берег мы идем очень долго, усеян такими домами. Я в шоке. От вилл этих дальше дорога береговая идет по такому очень красивому сосновому лесу. Тут идет и велодорожка хорошая, и лавочки. В общем, тут красиво, хорошо подышать. И мы уже скоро сейчас подойдем к границе с Польшей. Посмотрим, как она выглядит, как это по берегу, там через лес или по песку просто перейти из одной страны в другую. Пишите в комментариях, для вас это какая-то обыденность или такая же поразительная вещь, как для меня. Что тут написано? Я как понял, эта дорожка называется вся Европа променада. И вон вот там находится граница, обозначенная всего такой небольшой статуей. Сейчас мы с вами перейдем обратно в Польшу. Вот, смотрите. Осталась территория от старой границы здесь. День добрый. Я не могу. Это, по-моему, просто поразительно. Между этой арки пройдем до пляжа и посмотрим, как там разделяется эта территория. Вот эта тропинка, получается, ведет вот так по линии границы. И дальше вот стоят вот такие столбы, тоже обозначающие стороны. А вот там уже виднеется море. Очень красиво. Еще такой закат. Просто сказка. Ну а теперь пойдем посмотрим, как с немецкой стороны продолжается вот эта променадная дорога в Польшу. Также велосипедные дорожки, также есть лавочки с креплениями для велосипедов здесь. И при этом, кстати, в Польше вот тут оставлена такая зона для того, чтобы травка росла. Недолго длилась вот эта такая прям променадная зона в Польше. То есть именно такая отдельная для людей, она уже закончилась. То есть там остается берег, а здесь также все равно как бы разделено пространство для велосипедов и людей, но тем не менее появляется здесь еще и автодорога. А вот как выглядит как бы территория со стороны Польши. Места, где можно там солью подышать, также магазины, и начинаются всякие отели. Будем сейчас смотреть, похожи ли они на вот те дорогущие немецкие виллы. Но пока я вижу много моих любимых старых деревянных домиков и каких-то домов попроще. Ну и вот мы вышли на зону, которая такая променадная улочка, также для велосипедов, для пешеходов, которая идет ближе к морю. Но сейчас проверим. Смотрите, тут отдельно для велосипедов дорожка, для роликов дорожка и для людей. Мне кажется, я не видела в целом, когда еще вот так делят на 3 зоны, и плюс они еще разделены растениями. Какой-то очень модный новый дом. Вот. И там идет выход в город. И каждый выход к морю, он, получается, пронумерован. Мы решили тут со стороны, как бы, польской выйти тоже к морю. И тут еще вот такие отдельно тропиночки тоже есть. Ну так, все очень аккуратно, оборудовано. Ну вот если сравнивать польскую и немецкую сторону, они такие достаточно разные, но оба очень чистые, аккуратные. То есть не чувствуется какого-то огромного контраста, что типа перейдешь там с польской на немецкую сторону, там не очень, или наоборот. Я только сейчас сообразила, что получается, что вот зона возле прям моря,
Там зону мы показывали для велосипедов, для людей, и отдельно мы шли еще для машин. То есть получается здесь, вот на этом участке, сделаны 3 зоны, и они друг от друга отделены, чтобы каждый мог идти там, где ему комфортно. Либо прямо вдоль берега, либо вот там тоже вдоль берега, но там всякие лавочки, качалки и велосипедные зоны. А еще дальше там для машин дорога. По-моему, это очень здорово. Мы потихоньку идем в сторону отеля, ну и чтобы быть честными, надо отметить, что тут тоже есть такие здания, виллы. Да, вот так и написано виллы. Но они все равно как-то отличаются на вид. Не могу сказать, чем конкретно, но ты поймешь, что ты, так сказать, в разных странах стиль отличается. Да, конечно, зимой достаточно тяжело снимать, потому что рано темнеет. Но я, как обычно, до сих пор поражаюсь тому, что можно делать шаг и оказываться в другой стране, где будет с обеих сторон что-то красивое, аккуратное и со своим каким-то стилем, и люди могут друг к другу ходить, изучать, как все устроено, друг к другу общаться. Это здорово. По-моему, это просто здорово. И нам очень нравится ездить по Польше и в соседние страны, чтобы смотреть такие места, как все устроено, как культуры переплетаются. Если вам тоже это нравится, вы можете поддержать наш канал здесь на Ютубе или на Патроните, или нажав кнопку «Спасибо». Мы будем очень благодарны, потому что нам очень хочется как можно больше мест посетить и показать всем, насколько в Польше и в соседних странах рядом прекрасно. Поставьте лайк, если вам понравился этот ролик, и не забудьте подписаться на этот канал, потому что мы сейчас не уезжаем еще домой, и впереди будет еще один выпуск. Поэтому проверьте, что вы подписались, и берегите себя.